Возможно ли, чтобы событие существовало в истории никогда не происходило? Есть ли у нас воспоминания о событиях, переживаниях, ситуациях, которые никогда не были реальностью, но мы верим, что они были? Событие, произошедшее в 1980-х годах, заставило тысячи людей задуматься о том, насколько достоверны их воспоминания, когда они поняли, что человек, которого они похоронили, спустя годы стал одним из самых почитаемых президентов Южной Африки Нельсоном Манделой. Эта ложная память является первым описанным случаем так называемого эффекта Манделы, когда большая группа людей верит воспоминаниям о событии, которого никогда не было. Но что за этим стоит? Когнитивные ошибки или параллельные вселенные, в которых реализуется каждый потенциал. Описаны многочисленные случаи коллективной ложной памяти заставляют нас задаться вопросом, в скольких реальностях мы существуем на самом деле. Добро пожаловать в новый эпизод программы «Скрытая реальность». Очень приятно. Спасибо, поздравляю. Открытие эффекта Манделы началось с писательницы и исследователя паранормальных явлений Фионы Брум в 2009 году. На своем сайте она открыла дискуссию о воспоминаниях о смерти Нельсона Манделы в тюрьме в 80-х годах. Вскоре после ее заявления к ней присоединились другие люди с такими же воспоминаниями, некоторые из них даже вспомнили, что новость о его смерти была передана по телевидению, а другие вспомнили речь его убитой горем вдовы. Нельсон Мандела действительно умер в декабре 2013 года, не только выйдя из тюрьмы, но и став президентом ЮАР в период с 1924 по 1999. Это привело к шокирующему открытию, что большая группа людей может помнить одно и то же событие в таких подробностях, хотя на самом деле оно никогда не происходило. Чуть позже этот феномен приобрел популярность под названием «Эффект Манделы». Сегодня мы находим, так сказать, этот мини-сериал с несколькими эффектами, первый из которых мы решили рассмотреть более подробно и под несколько ином ракурсе, который, смею предположить, до сих пор не рассматривался, по крайней мере, в Болгарии. Мы начнем с эффекта Манделы, и это не случайно, потому что этот эффект вызывает наш образ мышления и доказывает на практике, что мы помним разные вещи. У нас разные воспоминания. И это увязывается с концепцией, что у каждого из нас свое прошлое. Пока что мы разогрелись, или мы можем продолжать прыгать? Что ж, приятно в это ввязаться. Я хочу сказать, что вы видите только ту часть меня, которая участвует в шоу, обогащенную очень большим количеством информации, в которой представлены тезисы. Но в другой части моей повседневной жизни я тоже отвлекаюсь. И когда вы смотрите такое шоу прямо сейчас, я уверен, что если вы не были в сериале, а это уже не третье, четвертое, пятое подобное шоу, всем нужна какая-то разминка. Все внезапно бросаются во что-то, что совершенно противоречивое или сильно отличающееся от того, что они делали раньше. И это то, над чем мы иногда шутим. И это не только шутка, но и правда, потому что нам нужно разогреть мышцы мозга, начать думать, начать шутить. И теперь постепенно мы должны идти глубже, чтобы найти и заново открыть новые слои себя.
Этот феномен стремительно набирает популярность в интернете, где люди из разных уголков мира начинают делиться своими похожими переживаниями по поводу тех или иных событий и фактов. Помимо исторических событий, эффект Манделы проявляется и во многих других видах памяти, например, в кино, цветах. В качестве примера можно привести подсказки из фильмов, цвета, формы популярных символов и даже местоположение целых стран, которые не соответствуют документальным свидетельствам. Например, многие люди помнят, что человек из набора игры «Монополия» носит монокль, а на логотипе Fruit of the Loom изображен камень изобилия, хотя ни один из этих элементов в реальности не существует. Многочисленные реплики из всемирно известных фильмов, таких как «Звездные войны», также запоминаются фанатами в некотором роде, так как они не встречаются ни в одном из фильмов серии. Один из таких примеров, там знаменитая фраза «Смотри, я твой отец», которая вдохновила на создание подобных дизайнов и которую помнят во всем мире. Однако на самом деле правда заключается в следующем. I am your father. В качестве примера можно привести воспоминания почти целого поколения о фильме под названием «Шазам», рассказывающем о мальчике, чей подарок вместе с хлопьями для завтрака оказывается инопланетянином с паранормальными способностями. Главным героем этой 40-минутной постановки является Патрик Уэйн из сериала «Голубая летучая мышь», а особенность фильма в том, что несмотря на коллективную память, такого никогда не существовало. Тайна, окружающая эффект Манделы, естественно, волнует психологов, которые изучают, как работает память и как коллективное восприятие может так сильно расходиться с реальностью. Или, по крайней мере, то, что преподносится как реальность. Однако даже для самых больших энтузиастов где-то внутри остаются большие сомнения, что это такое, почему это происходит. Все эти вопросы заставляют нас двигаться вперед как цивилизация, и чем больше мы их задаем, и чем чаще мы ими задаемся, тем больше шансов, что мы достигнем все более и более глубоких ответов. Поэтому не останавливайтесь, чтобы задавать одни и те же вопросы. Да, именно так. Я прав? Слышу, одни и те же вопросы задаются в разные моменты, приводят к разному пониманию, к разным осознаниям того, что мы можем сделать, каковы наши способности, но, что еще важнее, какой отпечаток мы можем оставить на тех, кто придет после нас. В 2022 году ученые-психологи из Чикагского университета провели исследование и обнаружили, что некоторые проявления этого эффекта можно объяснить с помощью теории схем памяти. Это означает, что люди часто неправильно запоминают детали, когда детали соответствуют их ожиданиям от образа. Например, забыть, что персонаж Мистер Монополия из знаменитой игры «Монополия» носит монокль, может быть связано с тем, что эта линза кажется очень точным и подходящим аксессуаром для этого персонажа. Оказывается, он никогда не носил такой вещи. Что касается других изображений, то возможные объяснения сводятся к тому, что неправильные версии картинок могут запоминаться лучше, чем правильные. Однако исследователи пришли к выводу, что эффект Манделы, если говорить о визуальном восприятии, не может быть полностью объяснен. Или мы так думаем? Другие психологи указывают на ложные воспоминания и другие когнитивные ошибки, например, так называемую конфабуляцию. Это склонность мозга заполнять пробелы в памяти путем неосознанного добавления ложной информации. Считается, что из-за этого группы людей могут вспоминать детали, которые, хотя и кажутся относящимися к ситуации, на самом деле являются ложными. Вот что говорит доктор Бенджамин Редфорд, ученый-исследователь, которого я цитирую дословно «вполне осознанно». Эффект Манделы – интересный пример того, что наш мозг больше ориентирован на истории, чем на правду.
часто воспоминания, в истинности которых мы уверены, могут свидетельствовать об обратном. Обратного. Мы помним разные вещи. Подумайте об этой теме сегодня до конца дня. И понаблюдайте, резонирует ли она с вами. Не забывайте собираться с друзьями. Задайте себе тот же вопрос о каком-нибудь старом общем опыте, который у вас был. Задайте себе немного более подробный вопрос и посмотрите, в чем разница. Все помнят разные вещи. О том, что это такое, мы поговорим в другом эпизоде. А сейчас я просто дам вам подсказку по поводу фильтрации и различных вариантов, присвоенных значениях, и системы убеждений, которые каждый из нас выбирает, чтобы расположить в своей собственной схеме переживания Ошибочные цитаты из фильмов-блокбастеров, таких как «Звездные войны» и других, объясняются как массовое отступление, что является следствием многочисленных и нерегулируемых каналов информации, которые многократно распространяют один и тот же ложный тезис. Однако чем объяснить существование знакомых сюжетов фильмов, сериалов, документальных серий, известных большому количеству людей по всему миру, которые на самом деле никогда не появлялись на экране? Когнитивный диссонанс – популярное среди психологов объяснение, но и крайне неадекватное для объяснения множества случаев и слишком синхронных воспоминаний такого большого количества людей. Может ли человеческий мозг воссоздать кадры событий, считая, что он их пережил? Или за пределами известной нереальности существует множество вероятностей и миров, которые мы пережили их или иным образом, хотя неосознанно? Хотя ученые предполагают, что эффект Манделы – это продукт ложной памяти, Фиона Брум, первооткрывательница этого феномена, считает, что это явление нечто большее, чем когнитивная ошибка. Доказательство существования параллельных вселенных. Идея мультивселенной возникла еще в античности, в VI веке до нашей эры. Христа древнегреческим философом Анаксимандром. Он считал, что помимо нашего мира существует множество похожих миров. Существует множество миров и множество вселенных, существующих одновременно. Все они тленны. Чуть позже, в XVII веке, эту теорию дополнил математик и философ Готфрид Вильгельм Лейбниц, который описал эти возможные реальности как различные способы существования Вселенной. Эта научная концепция обогащалась и расширялась на протяжении веков и сейчас является частью нашего понимания квантовой физики, которая утверждает, что наша Вселенная – лишь одна из бесчисленных вселенных, существующих одновременно. В основе этого понимания лежит концепция пресловутой суперпозиции, а именно, что частицы могут существовать одновременно в нескольких местах, пока их не заметят или не выберут. Почему выбраны? Потому что когда мы делаем выбор, мы оказываемся в фокусе, мы делаем выбор в одной конкретной линии, в одной конкретной реальности. И наш мозг, поскольку он не может принять так много информации, все остальное, все остальные куски торта исчезают, а в более глубоких случаях их и вовсе не было, и мы просто отрезали себе тройной кусок шоколада с ванилью сверху или кремом, в зависимости от того, что вы предпочитаете, чтобы мы могли исследовать его, ощутить его, попробовать его на вкус. А затем переходим к следующему. Это не значит, что целые ряды тортов не существуют и не ждут своего выбор, чтобы быть, съесть и попробовать. Нашему мозгу все еще легче справляться и исследовать реальность. Смело сказать, что со временем все будет иначе, но это зависит от нас, и вполне возможно, что другие расы делают это и существуют таким образом, и это так называемое многомерное существование, чтобы быть с ясностью осознавать, что вокруг нас существует не одна,
а множество реальностей и перетекать из одной в другую с ясным осознанием и пониманием того, что будет происходить одновременно в каждой из них, делая при этом целенаправленный выбор того, что мы хотим испытать в каждой из них. Вселенные могут варьироваться от незначительно отличающихся от нашей до радикально отличающихся. Поэтому в каждой из них действуют свои правила и законы природы. Например, в одной вселенной гравитация может быть слабее или сильнее, или время может течь по-другому, и, скорее всего, так и есть. Конечно, в связи с этим возникает вопрос о нашем месте в такой параллельной реальности, где такие события, как создание фильма с интересным сюжетом, могли произойти и, скорее всего, произошло, а в нашей реальности это осталось лишь воспоминанием или идеей, или однажды мы сидим и говорим: а что было бы, если бы 10 лет назад я сел на тот самолет или не сказал: да пошла эта девушка, или я бы жил дальше, или уехал бы в другую страну. Это те самые вопросы «что если?», на самом деле это другая временная шкала, которая полностью развивается в своем потенциале. У нее есть начало, есть окружение, у нее есть конец, назовем его физически земным, и именно там происходят события, и мы можем в любой момент выбрать и повернуть все на 180 градусов. Сегодня мы выбираем, мы поворачиваем, вот мы стреляем, разговариваем с вами довольно приятно, здесь никого нет, я один, это все замечательно прямо сейчас. Я щелкаю пальцами, становлюсь строителем, еду в деревню и начинаю заливать бетон, делать опалубку и так далее. И это, возможно, именно потому, что мы — это все, мы — это весь потенциал, и мы можем работать с таким количеством персонала и информации. Если бы это было не так, мы бы не смогли выбирать. А, как я люблю говорить, не существует избранных, когда выбираешь ты. И, как дополнение к этому, еще одна тема для разговора: что должно быть, если вы сами выбираете, что должно быть? Эффект Манделы с его многочисленными примерами может быть полностью объяснен в рамках понимания параллельных вселенных. Если предположить, что мы каким-то образом имеем доступ к воспоминаниям, схожим с нашей реальностью, это может объяснить яркие и подробные воспоминания о событиях или фактах, которые противоречат нашей задокументированной истории. Другая гипотеза включает в себя идею слияния вселенных, когда две или более параллельных вселенных сливаются или обмениваются информацией, что приводит к смешению или путанице воспоминаний среди населения. Это может объяснить, почему большие группы людей помнят названия или образы исторических событий иначе, чем их задокументированные или записанные версии в истории. И эффект Манделы не ограничивается событиями, о которых сообщают СМИ, наоборот. Приходилось ли вам когда-нибудь сталкиваться с другим человеком в инциденте, который каждый из вас впоследствии рассказывал об этом по-разному? Часто это приводит к большим и глубоким спорам о том, кто прав. Но правда в том, что правы оба. Почему физика говорит? Потому что они создали новые параллельные миры. В этом корень объяснения Башаром эффекта Манделы. Он объясняет, что когда мы создаем новое настоящее, новую версию себя, или начинаем делать новый выбор, в этот момент мы также должны создать прошлое, которое логично, чтобы настоящее было его следствием. Поэтому какую бы историю мы ни вспомнили, она может радикально отличаться от того, что даже мы сами считали истиной. Таким образом, версии, казалось бы, одного и того же события на самом деле могут быть совершенно разными историями, поскольку природа этого явления заключается в перемещении в разные временные линии, в которых происходят разные вещи. Его теорию поддерживает американский физик Хью Эверетт. Хотя о параллельных вселенных говорили еще до современной эпохи, Эверетт был первым физиком, который дал значительное теоретическое обоснование этой теории в Ареме. По его словам,
все возможные результаты квантовых измерений реализуются на 100% где-то там, в какой-то другой реальности или вселенной. Невозможно не развивать эту линию, по его словам. Если она будет... И мысли будут направлены на это, и действия будут предприняты в направлении этой возможной вероятности, рано или поздно она проявится, потому что она выбрана, и невозможно не... И если вакуум хранит всю информацию обо всем, что есть, обо всем, что было, обо всем, что есть сейчас, и обо всем, что будет, тогда есть ли что-нибудь, что не предназначено для нас? Если мы примем теорию о том, что наша Вселенная – лишь часть гораздо большего потенциально бесконечного пространства, это будет означать, что предположительно произошло бесконечно много больших взрывов, что привело к появлению различных форм жизни. Возможно, в какой-то параллельной Вселенной до сих пор существуют динозавры, в то время как в другой астероид, возможно, уже уничтожил планету Земля. Во многих из этих параллельных реальностей мы с вами очень разные люди, очень разные сущности, очень разные существа, которые переживают жизнь и испытывают существование радикально разными способами, но при этом уникальные и индивидуальные для себя. В одном и том же жизнь Нельсона Манделы в другой параллельной реальности могла закончиться, когда он еще находился в тюрьме. И в конце концов, неважно гадать, постоянно пытаться спровоцировать или сговориться с тем, что если, не важнее думать о том и дать себе эту перспективу, даже если это что-то новое для меня. Чему я могу научиться больше всего из этой идеи, если все происходит одновременно и одновременно разворачивается множество параллельных реальностей, в которых я существую в этой версии себя и в этой версии себя, и в этой версии себя, и в этой версии себя, что бы я хотел испытать прямо сейчас? Кем бы я хотел быть? Я думаю, что это самый важный вопрос, который каждый из нас должен задать себе. Не только для себя, но и для того, чтобы мы могли быть на высоте. Выгода для всех остальных. Таким же образом существуют вселенные, которые законы физики, которые, как мы знаем, не существуют или сильно искажены. Возможно, гравитация намного слабее или скорость света более ограниченная. Все эти гипотезы вдохновляли и продолжают вдохновлять многочисленных авторов, о которых мы можем и не подозревать, что их идеи – это именно бессознательные воспоминания об одном из множества существующих параллельных миров. Все это может показаться фантазией, но на самом деле это часть концепции правил квантовой физики, в которой частицы тесно связаны друг с другом и могут существовать в нескольких местах в одно и то же время. Для этой теории эффект Манделы служит напоминанием о том, что нет никаких других воспоминаний, просто мы находимся в другой временной шкале, Поэтому, когда вы смотрите это видео или разговариваете со своими близкими, вы создаете множество параллельных реальностей, которые сливаются с другими в бесконечности. Таким образом, в любой параллельной реальности, близкой к нашей, события, по всей вероятности, отличаются. Могут отличаться настолько же, но отличаются, потому что нет двух одинаковых элементов во Вселенной, нет двух одинаковых событий во Вселенной. Всегда различаются. И поэтому в медитации, когда вы делаете регрессию, многие из вас уже делали регрессии, учитесь и делайте регрессии друг с другом, собирайтесь вместе с людьми, с друзьями и проверьте это сами. Однажды, когда вы вернете человека в 14 век, будет сказано: Джон, в следующий раз, даже если вам удастся вернуть его туда снова, с Джоном все будет происходить совершенно по-другому. Или его жена будет другой, или у него не будут дети, или он умрет по-другому, если вы доберетесь до... Или выбор, который он сделал, будет другим для его профессии, и все эти другие вероятности, кто-то, например, спрашивает, но... Так до каких пор? Но по этой логике все бесконечно, так что это... В этом и заключается красота самой жизни и бесконечности. И мы в наших попытках вернуться назад, мы понимаем, что
Того назад, к чему мы стремимся, больше нет. В наших попытках идти вперед мы понимаем, что то вперед, к чему мы стремимся, его еще нет. И у нас остается только сейчас ценить этот момент, погрузиться в него и лелеять его, чтобы помнить о силе настоящего. Сознательное слияние реальностей или космические синхронизмы, при которых различные временные и пространственные измерения могут сливаться или взаимодействовать таким образом, который мы еще не до конца понимаем. Могут возникать воспоминания, которые кажутся чрезвычайно реальными и подробными для тех, кто их переживает. Но они нереальны в нашем настоящем измерении или в нашем настоящем выбор параллельной реальности. То есть что-то может быть совсем нереальным для нас, а может и не быть. Но это не значит, что его уже нет где-то там. И если мы не встанем на путь, ведущий к нему, он тоже не станет для нас реальностью. Так что нужно просто решить, чего мы хотим. Все? Доступно. Еще одна теория, набирающая широкую популярность, находит место в объяснении эффекта Манделы. Симуляция? Согласно этой теории, Вселенная и человеческое сознание являются частью продвинутой симуляции, а случаи эффекта Манделы объясняются как ошибки или обновления в симуляции, аналогичные ошибкам в программном обеспечении или изменениям в виртуальной среде. Один из похожих эффектов, о котором мы уже много раз говорили, это феномен дежавю, при котором мы чувствуем, что то, что происходит с нами в данный момент, уже происходило где-то в прошлом. На самом деле мы чувствуем, что это происходит впервые, но где-то внутри вашего мозга кто-то говорит: «Но нет, это уже происходило со мной, старая мама». Вот так. Мозг, физический разум тоже впадает в парадокс, впадает в коллапс из-за огромного количества энергии и информации. И этого переплетения различных кадров из разных параллельных реальностей. Если вы помните фильм «Матрица», это явление называется глюком в системе матрицы Бака. Теория симуляции утверждает, что нашим восприятием реальности можно манипулировать или изменять с помощью внешних источников, которые управляют программой, в которой мы находимся. Изменения могут происходить случайно или в рамках целенаправленного обновления программного обеспечения симуляции, что приводит к коллективным воспоминаниям, которые не соответствуют задокументированной истории или установленным фактам. Это понимание заложено во многих объяснениях в книге «Эффект Манделы», а писатель Резван Вирк идет еще дальше, объединив теорию симуляции с теорией мультивселенной. В своей книге «Гипотеза симуляции» он описывает, как технологии, особенно квантовые компьютеры и искусственный интеллект, могут моделировать сложные вселенные, которые по сложности имитируют или даже превосходят нашу реальность. Автор утверждает, что если симуляция будет достаточно развита, существа, живущие в ней, могут даже не осознавать, что их мир был создан кем-то другим. Что касается эффекта Манделы, то Вирк считает, что это не только доказательство существования мультивселенной, но и ошибки и погрешности в симуляции. Кто и с какой целью, однако, создает этот иллюзорный мир? Что если, как говорит персонаж из фильма «Интерстеллар» Матео Макконаки, это мы сами. Нас привели сюда не для того, чтобы мы изменили прошлое. Они вообще не вели нас. Мы пришли одни. Нет недостатка в теориях, пересказывающих сюжет фильма «Матрица», в котором машины создают виртуальную реальность в попытке выжить, чтобы наши тела могли вырабатывать электричество. Объяснение Башара Овачи гораздо проще и не связано с компьютерной игрой «Планета Земля». По его словам, за этой так называемой симуляцией
стоим мы сами. Каждый из нас создает и присутствует в своей собственной симуляции, а вместе мы создаем и переживаем коллективную. В каком-то смысле это наше существование. По его словам, если мы ведем себя прилично, можно назвать симуляцией, потому что мир, который мы создаем, ментален. И все же Гермес сказал это около 27 тысяч лет назад. Целое — это разум, мир ментален, целое — все ментально, все когитально. Помните, что физическая реальность — это проекция вашего сознания. Так что симуляция — да, но не та, что навязана вам. Кроме той, которую вы индивидуально и коллективно создаете сами, чтобы позволить вам испытать идею о вас через концепцию физической реальности. Это ваша проекция, это ваша симуляция. Живем ли мы в симуляции или действительно присутствуем в физической реальности? Является ли эффект Манделы когнитивной ошибкой или бессознательным слиянием с другой вселенной, которую мы пока не можем объяснить? Кто-то скажет, что все это лишь теории. Только вот 20 век давно прошел. Теория от когерентности доказывает. И уже более 15 лет доказывает, что каждый акт мышления, каждый выбор не только изменяет и может изменить окружающую нас реальность, но и создает совершенно новые рамки, совершенно новые миры. Связав это с концепцией параллельных реальностей, мы можем посмотреть на то, как каждая отдельная мысль потенциально может открыть дверь в другой мир, где эта мысль материализовалась другим способом. А с помощью медитации мы даже можем подключиться к пространству, чтобы видеть и получать информацию, как развивается эта концепция и этот выбор, и сделать вывод, помогая себе и ориентируясь конкретное решение в данный момент. Блестяще. Когативность дает нам четкое представление о том, как наши мысли не только формируют наше восприятие окружающего мира, но и буквально создают реальность, где разворачиваются альтернативные возможности существования. Таким образом, каждая мысль или решение приводит к разветвлению в космос, где новый мир. Это представляет собой интригующую перспективу, которая должна заставить нас задуматься. Если мы можем контролировать свои мысли, тогда мы сможем влиять и воссоздать, и перестроить всю нашу физическую реальность. В этом контексте научные исследования и технологические разработки могут продвинуться к пониманию и применению когерентности, если они готовы получить шанс на нечто большее. Вещи уже открыты, уже доказано, уже связаны. Дело не в том, что ничего не обнаружено, а в том, что мы не знаем, где искать. Утверждает Тека и делает еще один резкий поворот к глубинам бытия, а именно задает вопросы о моральных последствиях создания новых реальностей. Что значит быть ответственным за целые миры, созданные вашими мыслями? Эти вопросы заставляют нас переосмыслить нашу ответственность за свое мышление и наше влияние на всю Вселенную. И если мы вспомним, что говорится в древней Апани-Шари, когда вы отрываете кусок дерева, вся Вселенная содрогается. Когда распускается цветок, вся Вселенная ликует. Вернемся к вопросу, поставленному в самом начале: в скольких реальностях мы существуем? Бесконечно много. И каждая реальность существует благодаря нашему уникальному выбору в каждый отдельный момент самого существования. Этот момент — это вечность. Это мгновение простирается на нас самих, индивидуальное и уникальное.
время, пространство, которое позволяет нам испытать жизнь такой, как мы решили. Получить прекрасное взаимодействие между нами и всем, что нас окружает. Между тем, что внутри нас, и всем тем, что, казалось бы, находится вне нас. Но помните, даже если вы часто разделяете на внешнее и внутри, вверху и внизу, горячее и холодное, правильное и неправильное, хорошее и плохое, все это ум. Мир — это ум. Спасибо за то, что ты снова выбрал такое совместное приключение. Для меня это большое удовольствие. Продолжайте предложения, что вы хотите, чтобы мы рассмотрели в следующих сериях, и оставайтесь на связи. Следующий эффект на следующей неделе. До тех пор будьте в курсе, делайте осознанный выбор и смело двигайтесь вперед. Или, как говорится в «Звездных войнах», пусть сила будет за вас до 1 минуты.